Вот такой обалденно вкусный суп-пюре, картошка с лук-порей я себе приготовил. А если вы хотите узнать мой метод приготовления этого супа, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Так что получилось, что я очень давно не делал пюре-суп. Один из популярных супов здесь в Англии, и супов, которые любят у нас в доме. На английском звучит liquid potato, или на русском будет картошка с лук-порей. Этот пюре-суп делать сравнительно легко, но он обалденно вкусный. И чтобы время не терять, я покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину идею за то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Итак, практически то, что мне надо для этого супа, я уже здесь приготовил, нарезал, чтобы время не терять. Здесь лук-порей у меня замороженный, я буду пользоваться. Здесь картошку я уже почистил, уже готовая тоже. Пойдет простая луковица, чеснок. И сюда же мы добавим еще перец, куриный бульон и масло. И все. Так что начнем теперь готовить этот суп. Возьму такую кастрюлю, включаю газ, добавляю масло. Чтобы масло сливочное не подгорало, добавляю немного подсолнечное или постное масло, или растительное масло можно добавить. Все ингредиенты я добавляю сюда на глаз. Теперь сюда добавим лук. И слегка пережарим. Так, пошел приятный такой запах лука. Лук становится такой прозрачный. Сюда мы добавляем лук-порей. И слегка пережарим. Так, лук-порей начинает румяниться. Теперь я добавляю сюда чеснок. Здесь пару головок чеснока у меня выдавлено. И сюда же можно добавить теперь молотый перец. Так, суп этот буду делать два этапа. В первую очередь мы сделаем пюре из лука-порей. И потом мы добавим картошку. Сюда добавляю порошок куриного бульона на глаз. Так. И заливаем водою. И дадим немного покипеть, пока лук-порей у нас не сварится. Итак, лук-порей у нас поварился 5 минут, он уже приготовился. Сейчас мы сделаем это пюре через блендер. Я предпочитаю делать таким образом, потому что я обратил внимание, что если мы пропускаем картошку через блендер, картошка становится больше такая крахмальная, получается как клей, а не суп. Итак, у нас получилась пюреобразная масса здесь, то, что и надо. Теперь я уберу сейчас. Теперь я сюда добавляю картошку с водой вместе. И отправляем на плитку, и пускай покипит 15-20 минут кипения. На этом картошка должна приготовиться. Я дальше покажу, что делать. Итак, у меня супец здесь прокипел, картошка у меня сварилась. И теперь я возьму толкушку, и так каждую картошку я протолку. Дело в том, что я не пользуюсь в этом процессе блендер, так как я считаю, это лично мое мнение,
Картошка не любит блендер, потому что, когда вы пропускаете картошку через блендер, картошка выделяет больше крахмала, и суп может превратиться как в клей. Это лично мое мнение. Из-за этого я делаю таким методом суп. Я пытался делать суп так, что лук-порей и картошку пропустить через блендер вместе, но все равно мне это не нравится, потому что мне кажется, что картошка превращается в клей. И вот так толкушкой можно пройти и картошку превратить в пюре. Как вы видите, уже пюреобразная масса получается. Но у каждого свои способы приготовления этого супа. Но я считаю, таким образом картошка не пустит крахмал и не превратится это у нас в такую клейкообразную массу. Так. Сейчас попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. Теперь я сюда добавляю сливки. Как следует перемешаем. И отправим обратно на плитку минут 5 покипеть. И после этого можно будет выключить плитку, и на этом суп будет готовый. Так что мы отправляем опять на плитку 5 минут покипеть. Вот такой финальный результат получился. Суп-пюре. И еще немножко для красоты я прошел сейчас со сливками и добавил листья кориандра. Итак, сегодня с вами поделился моим методом приготовления пюре супа картошка с лук-порей, или potatoes and leek. Дело в том, что это лично мое мнение. Картошка не любит блендер. Когда пропускаете это через блендер, картошка выделяет много крахмалу, и суп может превратиться как клей, и вкус будет не тот. А я сегодня сделал своим методом. Вначале я сварил лук-порей, пропустил через блендер, потом я сварил картошку там же, и толкушкой я прошел. Получилось обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое, или наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.